Друзья, это первый рассказ на канале, и я буду рад вашим замечаниям и предложениям. Так мы вместе сможем сделать будущие ролики более качественными и интересными. Приятного прослушивания. Здорово, отец. Как жизнь? Слушай, я новенький. Хочу понять, тут реально заработать можно или все врут? Сказал парень, а я смотрю на его довольную улыбку и не могу понять, чего он так радуется. Ведь где это видано, чтобы в таксисты устраивались ради больших денег? Ну не спорю, деньги так-то тут есть, и порой даже очень хорошие деньги. Но разве посаженное здоровье и больная спина того стоят? А парень смотрел на меня как на мудреца, который все ему расскажет и покажет, как тут зарабатывают. Ну, думаю, ладно, не буду его разочаровывать раньше времени. Неделю поработает, да и сам все поймет. А то знаю я таких, везде ищут позитив. Мотивацию аж бесит, честное слово. Слушай, как там тебя? Антоха? Антоха. В общем, работай себе спокойно. Не предлагай цены ниже, чем твой сосед. И будет тебе счастье. Тут у нас свое кредо и свои неписанные законы. Еще всегда следи за машиной. Порой клиентов нужно везти в очень далекие места, где даже связь не ловит нормально. Или дороги совсем нет. Всегда имей канистру бензина про запас в багажнике. А то был тут у нас парень. Всегда забывал про канистру и за машиной не следил. И где он сейчас? Где он сейчас, никто не знает. Говорят, машину нашли на окраине то ли деревни, то ли поселка во Владимире. По-моему, Пакино поселок или типа того. А вот самого парня не нашли. Полностью. Только часть парня. Его руку. И самое жуткое это то, что часть руки была обглодана. Волки? Официально волки, но ходят слухи, что следы были от человеческих зубов. Мы думаем, на шабаш он вез своего клиента и, так сказать, был главным гостем и главным блюдом. Ну и дела. Да, работа не всегда романтичная, и ты бы В общем, ночью хотя бы первое время, пока не наберешься опыта, на смену не выходи, даже если много платят, понял? А почему? Потому, говорю же. Не выходи, тебе же лучше будет. И вообще, много вопросов задаешь, таких в нашем деле не жалуют. Попадется пассажир-маньяк и кирдык тебе. Ну, это да. А часто такие попадаются? Бывает. Но их хотя бы видно сразу. Порой пишут, мол, забери меня с такого-то адреса. Ты подъезжаешь и узнаешь, что ему поздно ночью нужно на кладбище. Вот и думай, что делать с такими кадрами. Или вот как у Иваныча было. Он на севере Москвы работает, у них там своя дилемма. Лет 5 назад дело было. Работал Иваныч тогда на старом Пассате, дизельном, теплом, как русская печка. Ночь глухая была, часа 2 ночи. Катался он по району Биберева, там где лесополоса начинается. Пусто, ни души. Думал домой уже валить спать. Тут приложение пиликает, заказ и комментарий к заказу. Нужно довести до остановки кладбище Северное. Ниже приписка. Довези до леса, дальше сама дойду. Ну и сумма 10 тысяч рублей. Иваныч подумал, кладбище так кладбище, может сторож или уборщица, и решил взять заказ. Приезжает за пассажиром, а там остановка пустая, только фонарь мигает, будто у него эпилепсия. Стоит, ждет, минута, 2, 5, уже хотел уехать, слышит стук в стекло. Поворачивает голову, а там бабка, лет 60, вся в черном, платок черный, пальто черное, длинное. Лицо сморщенное, как печеное яблоко, но глаза молодые, черные, блестящие и смотрят прямо в душу. Иваныч разблокировал двери, она села сзади, молчит. Холодом от нее повеяло, как из погреба. И вот этот запах от бабушек, такой слизкий такой. «Куда ехать, бабуля?» – спросил Иваныч. А та ему говорит голосом таким скрипучим. «В лес, милок, в лес, дорогу покажу». И поехали по навигатору. Навигатор не работает, постоянно отправляет в разные места. В общем, барахлит. А бабка увидела это и говорит: «Я направлю». И указывает путь, значит. Направо, теперь налево, тут прямо. И в моменте она говорит: «Теперь прямо. Да, вон туда, где дороги нет». А там реально дороги нет. Лес начинается. Деревья стеной. «Максон, ты гонишь!» – перебил молодой. «Как он в лес заехал на машине? Да откуда ты эту историю так детально знаешь?» А вот так. Он сам мне рассказывал на пьяную голову до того, как пропал. Так вот, дорога появилась.
прямо между деревьями. Узкая, грунтовая, но ровная, как асфальт. Едет он и чувствует, не та дорога, не наша. Тишина стоит, звери не шумят, даже ветра нет, только колеса шуршат по песку. Ехали они минут 20. Остановились на поляне, бабка выходит, достает из-под пальто узелок, развязывает, а там курица, мертвая, черная, без головы. Иваныч чуть не обделался, попытался заднюю включить, а двигатель заглох и не заводится. А бабка кладет эту курицу на землю, достает нож, режет себе руку, кровь капает на курицу и начинает шептать, не по-нашему, не по-русски, шипит как змея, и слова странные, гортанные. Бабка пошептала, потом повернулась к Иванычу, подошла к окну, постучала костлявым пальцем по стеклу. Иваныч опустил стекло, она сует ему в руку деньги, тысячные купюры, пачка вся в крови. Спасибо, милок, подвез вовремя, а то опоздать боялась. Нынче ночь особая, надо отдать, кому положено. А Иваныч возьми да и спроси трясущимися губами, дурная его голова. Кому положено-то, бабушка? Кому положено? Она улыбается, а во рту зубов нет и говорит. Лесным, хозяину. Он любит, когда с уважением. Дар он нам преподнес. И нужно нам это ценить. Ты, милок, езжай теперь прямо, никуда не сворачивай. И в зеркало не смотри, пока на трассу не выйдешь. Понял? И никому не говори, что видел. Ты предупрежден, милок. А теперь езжай. И тут машина сама завелась, ну Иваныч не дурак, газ в пол и рванул. В зеркало заднего вида смотрит, а там за ним стая чертей бежит и скачет. Кто так, а кто верхом на людях скачет. Проехал дальше, видит костер, а вокруг него хоровод. У костра котел, в котле чьи-то ноги торчат и голова. Улыбается и поет, непонятно на каком языке. После этого неделю на связь Иваныч не выходил. Ну, я приехал к нему узнать, как дела. С гостинцами, выпили. Он рассказал эту историю, а через неделю пропал мужик. Так его и не нашли. Договорил я эту историю, а Антоха, удивленный, не зная, дурачок я или бывалый. Во дела! Даже не знаю, что и сказать. Наверное, не стану я сегодня смену брать. Да и тебе бы не советовал, Максимыч, не надо оно тебе. Давай лучше по пивку, а? Я угощаю. Нет, спасибо. Мне очень деньги нужны. Ну, как знаешь, Макс. Антоха пожелал мне приятной смены, а сам пошел домой. Видать, ночная смена его не вдохновляет на приключения. Оно и правильно. Молодой еще парень. А я вот люблю ночное такси. Вот уже 3 года в ночном. Потому как после полуночи поездки стоят вдвое дороже, конкурентов вдвое меньше. Бывшая жена ушла тогда от меня и дочку забрала. Дома меня никто не ждал. Да и мать лежала в больнице с больным сердцем. Долги росли, как ржавчина на моей ласточке. Сложные времена. Так сказать, черная полоса. Да, если так судить, то моя жизнь не как у зебры черная и белая, а целая дискотека. Начало февраля. Холодно. Первая половина ночи, первый заказ. Я забрал под Курским вокзалом женщину. Комментарий. Пожалуйста, сильного мужчину, тяжелые сумки. Поезд прибывает вечером в 9:30. За ожидание доплачу. Ну, уже неплохо. Возьму заказ, подумал я, и поехал. Встретил я клиентку, довез. Та молчала всю дорогу до Новослободской, расплатилась картой и ушла в подъезд. Да, на чай не оставила. Но и так нормально. Ждем следующий заказ. Но ни одного заказа уже полчаса. Приложение что ли глюкнуло? Или опять обнова вышла, а предупредить забыли? Думаю, нужно проехать по клубным районам. Пятница все же. В такие дни у клубов много клиентов. И под шофе они платят хорошие деньги. И на чаевые щедрые. Часа 2 кружил по центру. Но ничего. Везде пусто. Из-за чего я решил не кататься в холостую, ибо бензин по 34 рубля. Чай деньги не на дереве растут. Припарковался я, значит, у какой-то обочины, откинул голову и слушал, как по радио говорят, что мы лучше всех, а остальные нам завидуют. Глаза слепались. В салоне было уютно и тепло. И только царство сна начало брать меня в свои объятия, как приложение пиликнуло. Резко, как укол. Заказ. Адрес подачи — перекресток Причестенки и Мансуровского. Я его помнил смутно, как помнят неважные места. Адрес назначения в заказе не был указан, только комментарий. Я скажу, куда ехать. Странно, ну да ладно. Хозяин барин, принимаю. Рука сама нажала кнопку. Шутка ли? 5 косарей за одну поездку. Приехал я, значит, туда, на перекрестке пусто.
Фонарь над тротуаром мигал оранжевым, размеренно, как живой пульс. Под ним стоял человек. Среднего роста, длинное темное пальто до колен, короткие волосы, лицо обычное, ровно то, что забудешь через минуту после встречи. Из тех лиц, которые не описать. Разве что сказать, что что-то среднее. Мужчина подошел к машине и сел на заднее сиденье. Холод вошел вместе с ним. Или мне показалось? Весь салон будто охладел на несколько градусов. «Добрый вечер, Максим». Я дернулся. В зеркале заднего вида увидел его отражение. Мужчина спокойно сидел. Руки положил на колени. Я удивился, так как в приложении у меня не стоит имя. Откуда этот мужик знает, как меня зовут? Он произнес это слишком знакомо. И казалось бы, меня это должно было насторожить. Но я тебе клянусь, мне было так спокойно. Ну, знает и знает, подумал я. Может, кто-то оставил комментарий с моим именем в отзывах к профилю. Добрый вечер. Вам куда? Прямо. Потом я покажу. Прямо так прямо, сказал я и тронулся с места. Мансуровский переулок оказался пустым. Ни одной машины, ни одного человека. Только мелкий снег на тротуарах. Ровный, нетронутый. Да здесь совсем не ходили дня 3. Вы давно за рулем? 3 года. Ответил я. За спиной услышал смешок и сам почувствовал, как будто что-то не так. Как будто что-то происходит. Важное. Но я не понимаю, что. Нет. Вопрос был про жизнь. Давно ли вы за рулем своей жизни, Максим? Я хотел ответить что-то типа мне 30 лет. Отшутиться, так сказать, и послать его подальше. Только вежливо. Все же дорогой клиент. А в такие моменты вежливость мое второе имя. Но в голосе мужчины было нечто странное. Не угроза, не бред. Просто уверенность. Спокойная и тяжелая. Как мокрое пальто, которое давит на плечи. На мои плечи. Следующий поворот налево. Я повернул. Улица узкая, которую я помнил. Странно. Центр Москвы я знаю на зубок. Каждый переулок. Но эта улица... Фонари здесь горели иначе. Желтый, масляный свет. Дома стояли плотно, стена к стене. Окна все темные, слепые. И честное слово, я услышал лай собак и топот лошадей. Вернее, звуки лошадиных копыт. В центре Москвы. Вот это прикол, подумал я. Решил открыть окно, чтобы прислушаться. Но мужчина на заднем сиденье вдруг сказал: «У вашей матери 3-я палата. Кардиология». Сказал он это ровным голосом. Операция стоит ровно 900 тысяч рублей. На вашем счету всего 9 тысяч, а срок вам дали 2 месяца. Руки на руле мгновенно вспотели. Я открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл, чувствуя себя рыбой, которую поймали на крючок. Сердце заколотилось где-то в горле. «Откуда вы? Откуда, мать твою, ты знаешь? Сталкер? Маньяк?» «Направо», — сказал пассажир, даже не дрогнув голосом. «Я не сталкер и не маньяк, Максим. Я тот, кто вам поможет. Следите, пожалуйста, за дорогой». Я захотел нажать на тормоз, но мои ноги и не думали этого делать. То ли от страха, то ли еще от чего, и я повернул. Не потому что хотел, просто рука сама повернула руль. Нога на педали газа тоже нажала сама. Я будто стоял в стороне и наблюдал, как мое тело управляет машиной. Широкая улица, по обеим сторонам деревья, старые, корявые, без снега, хотя везде вокруг сугробы. В свете фар на асфальте сумка. И краем глаза я заметил, как что-то пробежало в лес. И это что-то было на 2 ногах, но вместо ботинок были копыта. И я вспомнил, что слышал шум лошадей. Значит, это были не лошади. Это были бесы или черти, или как там эту нечисть звать. «Остановитесь». Я остановил машину, смотрю на сумку через лобовое стекло, как на чужую вещь, которую ни в коем случае нельзя трогать. «Возьмите сумку, она для вас». «Это чужое, я не вор», — сказал я, у самого руки трясутся от страха. Что-то тут не так, нутром чувствую, и кто это позади меня, понятия не имею. Да и человек ли он вообще? Нет, точно не человек. И вообще, где я? И откуда он знает про мать? Нет, Максимка, нужно валить отсюда да поскорее. Там ровно 900 тысяч наличными, без документов.
ни камер, ни людей. Никто ничего не узнает. Никто и никогда. Эти деньги для вас и вашей матери. Второй раз предлагать не буду. 900 тысяч рублей. Операция. Мать еще поживет. Эта мысль ударила в голову, как выхлопная волна. Но что если та тварь, что отбежала от светофар, схватит меня, когда я возьму деньги? Нет. Еще бабушка говорила, нельзя ничего подбирать. Оно может быть проклятое или что-то типа того. Но моя мать. Операция. А что если это шанс? Да и что я? Кому я нужен? Бесполезный. Денег нет, семьи нет. Никто не будет горевать по мне, случись чего. Подумал я и открыл дверь. Вышел из машины. Холодный воздух обжег лицо. Я подходил к сумке, а по краям от света машинных фар я видел мелкие глазки и белые клыки. И они улыбались и облизывались. Я медленно поднял сумку, как мне сказали, с деньгами, и когда то, что за светом фар начало медленно приближаться, я со всех ног стартанул к машине. Так быстро я никогда не бегал. Возможно, я даже установил мировой рекорд по бегу на очень короткой дистанции. Открыв дверь, я залетел внутрь и закрыл ее за собой, и почувствовал, как в машину что-то врезалось. Значит, оно хотело меня схватить. Откройте. Я открыл сумку, а там пачки 5000-ных купюр, ровные, перевязанные резинками, как в банке. Запах новых денег, типографской краски и бумаги. Едем дальше, сказал пассажир, а я сел обратно за баранку. Руки дрожали и не могли остановиться. Я положил сумку на соседнее сиденье. Езжайте прямо, сказал пассажир. Голос стал чуть теплее, едва заметно, и посмотрел на счетчик такси. Он не тикал, как обычно. Цифры шли в обратную сторону. 997, 996, 995. Это что за фигня? Отсчет? Подумал я, чувствуя, как волосы на затылке шевелятся. Пассажир молчал. Минут 15 уже едем без слов. Улица была бесконечная и прямая, как тетива. Фонари мелькали гипнотически. Меня клонило в сон. Веки становились тяжелыми, чугунными. Направо? Я дернулся, но руки сами повернули. Впереди аптека с зеленым крестом горит, и под ней стоит девочка лет 13. Куртка расстегнута, в такой холод, русые волосы, нос характерный с горбинкой, кроссовки в грязи, как у Маши. Моя дочь подняла голову и посмотрела на меня, вернее на моего пассажира, и произнесла губами: «Папа». Я в панике нажал на тормоз, из-за чего меня рывком бросило вперед. Ремень впился в грудь, а сердце чуть ли не вырвалось наружу. Нет, это не Маша. Маша живет в Питере с матерью, с моей бывшей женой. Но сходство почти до боли в зубах. Это не ваша дочь, спокойно ответил пассажир. Он что, читает мысли? Что значит «не моя дочь»? Почему она там? Что это значит? Кто ты, блядь, такой? Или ты мне расскажешь, или что? Максим, если вы проедете по этому маршруту до конца, Маша вернется. Суд пересмотрит решение. Бывшая жена даст согласие на еженедельную встречу отца с дочерью. Чуть позже вы снова будете жить вместе. Ваша мать выйдет из больницы, и все будет как раньше. Все будет как во сне, я вам обещаю. Сказал он, и я увидел, что вместо глаз у него 2 пустых отверстия, а на голове рога, как у быка. Я испугался, я опустил глаза, увидел, что там копыта вместо ног. Спокойно, Максим, давайте без глупостей дойдем до нашей конечной точки. Давно пора, Максим. Я вцепился в руль так сильно, что костяшки побелели, меня не трясло, у меня был ступор. Но пересилив себя, переключая первую передачу, чтобы стронуться с места, я спросил: «Откуда вы знаете про Машу, про жену, про деньги, про мать? Вы дьявол, да? Вы заберете мою душу?» Я знаю про каждого, кто садится ко мне в машину. «Но это моя машина». Молчание. Долгое, тягучее, счетчик тикал. 847, 846, 845. Раньше так было, по крайней мере, ответил пассажир.
Туман загустел за окнами, и я понял, что этих улиц вообще не существует. Я знал это наверняка, хотя и не мог объяснить, откуда знаю. Номера домов повторялись. Советская 13, Пионерская 13, Салтыковская 13, одна за другой. Окна темные, но за некоторыми виднелись силуэты, неподвижные, как манекены. И все они смотрели на машину, все наблюдали, как наше такси проезжает мимо. По бокам было видно, как что-то на нелепо согнутых ногах пыталось нас преследовать, притворяясь человеком, но бежало оно на четвереньках. А когда я остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить бабушку, увидел, что у нее коровий хвост. Дальше, через 10 минут пути, нечто на заднем сиденье сказала: «Следующий поворот будет последним. Поверни направо». Я остановил машину. Что будет после? Я спросил, чувствуя, как пот стекает по спине. «Вы приедете туда, куда нужно, Максим». «А что там?» — спросил я, сам чувствовал, как из правой стороны несет сыростью и холодом, и, кажется, я слышал радостный смех моей Машеньки, моей дочери, жены, что зовет меня. Там все так красиво, семья улыбается, моя мать рядом с женой обнимает ее, хотя они терпеть друг друга не могли. Так тепло, так хочется к ним. «Ничего», — ответил пассажир. «просто поверните и езжайте». Я посмотрел в зеркало. Пассажир сидел неподвижно, но уже выглядел как козел. Зрачки прямые, рога кривые и морда вытянутая, пытается улыбаться. «Поворачивайте», — повторил пассажир уже не своим голосом и не просьбой, а приказом, как будто я уже повернул и просто сам не знаю этого. Я посмотрел на счетчик 0013. Посмотрел на дорогу. Справа моя семья, бабушка, дочка, наш новый домик, а слева туман. Все мрачно, кто-то ходит, улыбается. Такой темный туман, что ножом резать можно. Но в просвете я увидел обычную улицу. Московскую, знакомую до боли, та самая реклама на доме, уютный жилой свет в окнах. Это Маяковская, да, я знал эту улицу с детства. Там мой дом, там жизнь, там реальность. Но она была слева. Асфальт черный, как мокрая кожа. Из темноты не доносилось ни звука. «Просто поверните, Максим, там короткий путь, вам нужно туда». Я посмотрел на сумку с деньгами, потом на переулок со своей семьей, после на свет Маяковской и повернул руль. Влево, на Маяковскую, в свет, в знакомое, в живое. Сзади раздался голос: «Максим, я еще вернусь». Я сжался, ожидая худшего, но ничего. Я обернулся. Сиденье позади пусто, никого, только на коже легкий иней выступил. Но на сиденье все еще лежала сумка с деньгами. Я притормозил у обочины, потянулся к сумке, схватил ее, открыл дрожащими руками. Внутри листочки бумаги, нарезанные под размер купюр. Я вытряхнул их на сиденье. Сотни листочков посыпались, зашуршали, заполнили салон. Я схватил первый попавшийся. Там было написано что-то мелким почерком. «Макс, если ты читаешь, ты снова забыл. Ты умер 14 февраля 2002 года». Я похолодел. Отбросил листок, схватил другой, тот же почерк. Мой почерк. «Максим, очнись. Ты в петле. Ты не помнишь ничего, кроме сегодня. Мы уже 100 раз это проходили. Сегодня ты снова возьмешь тот заказ. Не бери, просто не бери. Останься дома. Останься дома, я умоляю тебя». 4, 5, 10. Я хватал их горстями, читал, отбрасывал, снова хватал. Ты не послушался, ты никогда не слушаешься, ты взял заказ, и мы снова здесь. Ты умер, прими это.
Я пытался достучаться до тебя через других, но не смог. Ты умер, пойми это. Ты вез пьяную компашку, но не справился с управлением. Ты не вернулся. Ты никогда не вернешься. Счетчик всегда показывает 0013. Всегда. Уже 13 лет. Сегодня 14 февраля. Всегда 14 февраля. Ты разбился 14 февраля. Машина вылетела с трассы, ты не справился с управлением. Ты не справился, ты не смирился. Маша повзрослела, а ты не постарел. Ты умер сразу, у тебя даже не было шанса. Ты не веришь, ты не хочешь верить, ты каждую ночь садишься в машину и едешь по тому же маршруту. 14 февраля, 14 февраля, 14 февраля. Проснись, Максим, пожалуйста, просто проснись. Я не хочу больше просыпаться в этом бесконечном сегодня. Я устал, я очень устал. Маша ждет, ей уже 27 лет. Она приходит на могилу каждое 14 февраля. Ты не приходишь, ты здесь, ты в этой чертовой машине. Отпусти себя. Просто отпусти, закрой глаза и не открывай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И я закричал. Зажал уши руками, но слова уже въелись в мои глаза, в мозг. Они были везде. На листках, на стеклах, на приборе, на моих руках. Слова, слова, слова. Сегодня 14 февраля, сегодня 14 февраля, сегодня 14 февраля. Я бил себя по голове, пытаясь вытрясти все это. Рвал листки, пинал их ногами, кидал в окно, но они возвращались. Они всегда возвращались. А потом я увидел листок, который лежал отдельно. Один единственный листок на пассажирском сиденье. Не такой, как все, чистый, сложенный вчетверо. Дрожащей рукой я взял его, развернул. «Привет, это снова я. Если я это читаю, значит я дошел до конца. Значит, я почти поверил. Посмотри в зеркало, там никого нет. Там никогда никого нет, потому что пассажир, который садится к тебе каждую ночь, это ты. Ты из будущего. Из следующего круга будущего. Я пытаюсь тебя разбудить уже 13 лет. Или 113. Я сбился со счета, тут нет времени. Только 14 февраля. Только этот перекресток, только этот выбор. Пожалуйста, Максим, просто закрой глаза и не открывай. Не открывай больше никогда, хватит, разорви этот цикл. Ты проснешься там, где Маша, где тепло, где не надо больше ехать, где не надо выбирать между светом и тьмой, потому что ты уже выбрал свет. Ты всегда выбирал свет, ты хороший, ты просто не знал, что уже мертв. Пожалуйста. Подписи нет, потому что я – это ты. Листок выпал из рук. Я поднял глаза к зеркалу заднего вида. Там сидел я, бледный, с глазами полными слез, в одежде, покрытой кровью и машинным маслом, в волосах битое стекло, на лбу глубокая рана, из которой уже не идет кровь, потому что ее больше нет. Я смотрел на себя и улыбался. «Ну что?» – сказал я себе. Голос был тихий, уставший, но почти спокойный. «Поехали?» Я молчал. «У нас есть целая вечность», – продолжал я из зеркала. «Чтобы научиться просыпаться, чтобы научиться принимать, чтобы научиться отпускать». Я протянул руку к ключу зажигания. «Не надо», – сказал я из зеркала. «Просто закрой глаза». «А если не получится?» «Получится. Ты же меня слушаешь. Значит, получится». Я закрыл глаза и услышал, как счетчик моргнул. 1, 2, 3. Здорово, отец. Как жизнь? Слушай, я новенький.